Чао и добро пожаловать во вторую часть наших итальянских приключений. Сегодня мы окунемся в Сиену, город, где каждая улочка пахнет историей и свежей выпечкой. Говоря о вкусах, сколько еды было съедено за эту поездку, даже посчитать не получится. А потом мы направимся в Венецию. Самый атмосферный город, в который невозможно не влюбиться, даже когда постоянно идет дождь. А его у нас было очень много. Так что устраивайтесь поудобнее, берите чашечку кофе или бокал вина и поехали за дозой настоящего итальянского вайба. Он такой большой, но не круассан в этот раз. Он пустой. А если бы он был полный, был бы лучше, но он все равно очень вкусный. Я забираю свои слова назад, в нем все-таки есть начинка, и она создает ему, прекрасное ощущение. Ну что, мы подкрепились. Мне кажется, я просто в каждом городе хожу и тестирую, во-первых, апельсиновые соки. Как обычно. Здесь уже вот за этой стеной видна основная, самая главная площадь, куда мы сейчас и пойдем. Ну не в смысле, что у меня рентгеновский взгляд, и я вижу сквозь стену, а в том, что здесь есть вот такое вот. And for the whole time before, I was complaining, it's gonna rain, it's gonna rain, it's gonna rain. Well, it is gonna rain, but tomorrow. It's time to get some lunch, but not simple lunch. Lunch with a view. После нескольких недоразумений с картами мы выяснили, что карты Google и карты Apple совершенно не совпадают в некоторых местах. Мы сейчас на пути в главный собор. Посмотрели уже основные красоты Сиены, и сейчас Макс нашел хорошее место, по крайней мере по отзывам, Gelateria, поэтому мы отправляемся туда, как обычно. Непревзойденно вкусное джелато, но нам какое-то созвездие сошлось, там была уйма орава школьников, привезли каких-то 2 класса. И мы успели перед ними, это просто стечение обстоятельств. Мы так устали, что, кажется, вернулись в Флоренцию с закрытыми глазами.
Но, конечно, не смогли упустить шанс подкрепиться. Я взяла пасту с морепродуктами, а Макс свою любимую пиццу. На самом деле маршрут был чуть хитрее. Сначала Флоренция, потом Сиена и снова Флоренция. Но чтобы не ломать логику влогов, я объединила оба флорентийских дня в первой части. Если еще не смотрели, то обязательно загляните туда. А здесь мы очень вкусно позавтракали, по традиции съели круассаны на дорогу, сели на автобус и укатили в Венецию. Тогда мы еще не догадывались, насколько мокрым окажется этот город. Тут прям зелено-зелено по сравнению с другими местами, где мы были. Смотрите, какой у нас симпатичный вид из окна. У нас даже есть москитная сетка. Кстати, что уже очень актуально, потому что в марте здесь есть комары. Мы ждем сейчас трамвай, и у нас возникает такой технический вопрос. Вот есть железная линия 1 и железная линия 2, но они не рядом. То есть, что это за трамвай, который едет по одной линии? Это отвечает на все наши вопросы. Мы прибыли, мы добрались и пересекаем наш самый первый мост. Нашла идеальный магазин для моего папы. Он фанат вот таких вот перьевых ручек. Всего лишь 92 евро. Мы, кстати, надеемся, что это все просто артикул, а не цена отдельно каждой ручки. Там, с другой стороны, были за 900 с чем-то. Вы просто посмотрите. Но вот это, конечно, отвал всего. Особенно этот единорог. Это продолжение платьев. Выглядят, ну, просто шикарно. А затем пришло время для ужина. Памятуя о вкусной пасте из Пизы, я решила заказать точно такую же здесь и не разочаровалась. Мимо десерта и лимончелло мы тоже не прошли. Тут может развиться клаустрофобия. Ох, ребята, мы уже вернулись обратно в наш Airbnb. Максу пришла также гениальнейшая идея, потому что завтра должен идти постоянно дождь, и он такой: а почему бы нам не снять видео АСМР, как мы просто идем по Венеции 20 минут со штативом? Я такая: гениально, ребят, это мой стиль, я такой обожаю. Ситуация называется «У нас не работает отопление», и я не придумала ничего лучше, как включить чайник, открыть его, и так как он сломан и не выключается, отапливать хотя бы чуть-чуть немножко комнату к ночи. Hello! Всем не доброе утро. Ребята, это абсолютно самое ужасное начало, которое здесь могло только быть. Во-первых, как вы видите, у нас дождь. У меня оставался зонтик. Во-вторых, у нас в нашем Airbnb не было отопления. И, конечно же, ночью было очень холодно. А потом мы опаздываем на тур, потому что мы не знали, что трамваи днем ходят с промежутком 15 минут. И мы прям опоздали на 2 минуты на другой трамвай, на первый. Конечно же, самое позитивное, что мы в Венеции, несмотря ни на что. Так что мы постараемся взять от этого дня максимально что-то позитивное. Из позитивного мы все-таки успели на Free Walking Tour, и он прошел очень интересно. Мы посмотрели основную, но не туристическую часть Венеции. Я, как обычно, была восхищена каналами и самой атмосферой, а самые интересные факты я расскажу и наглядно покажу позже. Удивительным образом мы даже не промокли, потому что на туре началось солнце. Немножко так распогодилось прям. Жизнь стала гораздо лучше. Сейчас мы отдыхаем на скамейке. Это, кстати, очень большая редкость, что здесь есть скамейки. Чаще всего здесь
Есть только вот места, где можно просто сидеть, как кафе, а именно вот таких вот скамеек в помине. Днем с огнем не сыщешь. Пойдем сейчас выпьем эспрессо. Кто-то делает город чистым. Немного с дополнительной закрытой красотой, но все равно видно, какой он красивый. Мы дошли до площади Святого Марка, и я наконец-то закрыла свой гештальт. Потому что по магической причине я не дошла до нее, когда была в Венеции 5 лет назад. Хотя это, по сути, самое первое место, куда идут многие туристы. Здесь, кстати, по всей площади разложены, вот так называются они, catwalks. Это в случае паводка, в случае затопления. Но сейчас это нам вообще не светит, поэтому они складывают их обратно. Ну что, прекраснейшее место, где можно похоронить все свои сбережения и попробовать прокатиться на гондоле за 90 евро. Да, вы не ослышались, одна поездка стоит сейчас 90 евро. Помимо того, что я разговариваю с птицами, в моем арсенале всегда есть желание найти какой-нибудь сад. Мы пришли в какой-то сад. Впервые в жизни здесь можно зайти бесплатно. Красота. И столько скамеек, я вам жалилась, что нет скамеек. Вот они здесь все, аллея скамеек. Max is absolutely amazed with Venice. Somehow a lot larger than I expected. Somehow I thought it is like a few houses with a bit of water in between, but like a full-fledged city for some reason. I mean, you can actually say there are a couple of houses with water in between. For instance, here we have a house, and water in between. Actually, I love how blue it is. Я профессионально не только разговариваю с птицами, но и меняю язык в процессе одного диалога. Как бы то ни было, нам было необходимо подкрепиться круассанами, что мы и сделали. Мы со второго раза нашли в этом кафе место, потому что сюда было не пробиться. Посмотрим теперь, сравним качество. У меня продана душа теперь круассаном из Aldi. Мы сегодня с утра пошли, просто купили какой-то обычный круассан за 50 центов. Какой он вкусный был! Круассаны из Aldi лучше. Поэтому имейте это в виду. А мы пошли на центральный мост Риальто. We are in love with Venice. For sure. Очень интересная вещь, которую нам рассказали на туре, это, как я и ожидала, колодцы. Но не простые колодцы, получается, внизу, под вот этой огороженной частью, а выкопана такая большая яма. Там есть даже специальная конструкция, что вода, которая попадает, дождевая, которая попадает и стекает вот в эти отверстия, она фильтруется через песок, и получается, люди раньше могли спокойно доставать отсюда воду. Потом они их стали разбирать, когда уже провели воду с основной части Италии, но все равно все колодцы стоят, и из них до сих пор можно пить воду, если, конечно, она открыта. В некоторых местах здесь, между прочим, есть вот такие фонтанчики, и у нас изначально были вопросы, почему в каждом есть такой вот кружок. То есть это, не просто выбоина, а специально сделанный круг. Как оказалось, итальянцы это все сделали для котиков, потому что они тогда не знали, конечно, корреляции между чумой и мышами, крысами, которые приезжали с кораблей, но они знали, что не очень хорошо, надо как-то поддерживать местных котов. Котов было запрещено кормить, чтобы они были все время голодные, охотились на мышей, но они единственное сделали для них вот эти вот поилки в каждом колодце, поэтому мы считаем, что это очень-очень мило с их стороны. А между делом мы сняли видео пешего прохода по Венеции. Если вы тоже хотите присоединиться к нашей атмосфере на 20 минут,
то обязательно посмотрите его. Мы снимали здесь проходной, то есть поход по Венеции, как Макс вчера посоветовал. Вот идем, у нас плана никакого нет. И пришли. Тут вообще никакой подворотни. Здесь дверь одна, а здесь вторая дверь. Пришли в тупик. Ну что, мы сделали наш первый проход. Я не знаю. Мне понравилось, хотя в какие-то моменты я чувствовала себя просто последним дебилом, ходящий сквозь Венецию. Сейчас мы идем в университет. Мы попали на какую-то церемонию выпуска. У них она единичная, то есть не потоком. Это не как у нас сразу 50 человек заканчивают, а это все индивидуально. И у них еще прикольно, они носят венки на голове целый день по всему городу или куда идут, чтобы все поняли и сразу видели, кто эти счастливые люди. Университет тоже такой немножко, не могу сказать, что обшарпанный, грязненький, но зато симпатичный. Вот это я называю задний дворик университета. У меня на заднем дворике только что козы не паслись. Это, кстати, вот я рассказывала в предыдущем видео про фонтаны. Сюда вот раньше просачивалась вода. Кто видит лицо, напишите в комментариях. Жалко, что, конечно, нельзя в них заглянуть. Да. У них еще и картины в стене есть. Могу смотреть вечно на несколько вещей, и одна из них — это каналы Венеции. No, touchy. Absolutely no. Более лучше trust me, I'm a doctor. Trust me, I'm an engineer. Мы в пути сейчас на автобусную станцию, потому что сил ходить больше у нас по Венеции на данный момент нет. Мы вернулись, и самые лучшие новости. У нас работает отопление, горячее, прям руку держать невозможно. Мы уже с Максом поспорили, оба при этом мы такие говорим, нет, все. Женщина вообще как-то, мне показалось, она не пойдет с нами на контакт. И срать ей хотелось, что мы здесь мерзнем. А я ей написала вчера слезное сообщение, что это прохладно вообще-то. В общем, я надеюсь, что она такая останется, это... Теплота у нас прям, небо и земля по сравнению с тем, что было ночью. О. Теперь можно хоть в майке. Нет, в майке, конечно, не посидишь. Можно в одном свитере посидеть, а не в двух. Всем доброе утро. Мы сегодня, конечно, еле встали. Это вот плюсы и минусы путешествия, что ты настолько сильно устаешь, что тебя вырубает просто сразу. И ты готов спать по 10-12 часов. Это, конечно, с учетом того, что ты, если много ходишь. Поэтому время сейчас уже доходит практически 10. Но мы только идем в Алди. Я снова надеюсь на вчерашние круассаны, которые покорили всю мою душу. My love. Мы не выдержали. И стали есть их в процессе. Легендарный момент, откроется ли моя umbrella. О, ну да, немного сломано, но зато работает. Здравствуйте. Здравствуйте, месье. А это, друзья мои, место, по-моему, даже единственное место в Венеции, где они делают гондолас. Это уже готово. Это, я так понимаю, стройматериалы. Кстати, это место, где делают гондолас, находится. Во-первых, это была группа людей, не которые смотрят на это, а в очень дешевом, но вкуснейшем ресторане. По крайней мере, так я смотрела на видео. И это же последняя часть, последняя улица, так сказать, больших островов Венеции. И дальше начинается только вот этот вот маленький, продольный, но длинный остров.
По итогу мы составили даже план. Пойдем сейчас до базилики, которая получается в конце острова. Вернемся сквозь нецентральную часть. Посмотрим на, это, по-моему, самый северный мост центрального канала. И потом я подбиваю Макса вернуться в это кафе, потому что там, во-первых, шприц стоит 3,50. Это невероятно, это самое дешевое. Плюс там вот это вот известное их appetizer с морепродуктами. Конечно, проблема в том, что это с морепродуктами, и Максу, получается, там ничего не достанется. Он не пьет алкоголь, не ест морепродукты. Ну что ж, мы запаслись Апероль Шприц за 3,50. И у нас есть куча чичети, но у нас также есть опасность, которая может напасть на нас в любой момент. У нас на барабане лосось. Не буду никого смущать своим поеданием на камеру. Давайте дальше пойдем гулять по Венеции. Между прочим, кому интересна самая северная часть, вот за этой базиликой, прямо там. Следующей нашей остановкой был книжный магазин с подножием из книг – Libreria Acqua Alta. Именно за этой лестницей туда идет огромное количество туристов, и мы в том числе. Задумка очень хорошая, но там невозможно было протолкнуться. Мы ходили гуськом и бочком, без возможности вернуться. Честно говоря, жалко сам магазин, потому что у них очень хороший потенциал, но как будто напрашивается платный вход, чтобы ограничить этот поток туристов. Обожаю вечерний пейзаж, особенно когда вода становится практически одного или даже вот темнее цвета, чем небо. Мы в пути в наш любимый ресторан, в котором мы были, кстати, первый день. Мы решили вернуться, потому что там была проверенная стабильность. В этот раз я попробую ньокки. Там был такой классный сыр, там был пармезан и еще что-то дополнительное. И потом мы возьмем аж 2 тирамису. Так что we are excited. Пока я здесь в процессе сборки чемодана, давайте я покажу открытки. Вот это вот орав открыток для Макса. У меня их чуть-чуть поменьше. Вот такой вот я купила родителям, потому что, если посмотреть, она вот здесь вот рифленая. Это из Сиены. Вот такая вот прекрасная будет для меня. Из Флоренции я была не впечатлена, и я там была и не покупала. Лука я еще не решила, но одна будет моя. И вторая достанется родителям. Вот такая вот очень красивая. Это была самая дорогая за все это время. Она стоила 2,50. How do you feel, Max? Quite good. The weather's nice for the last day in Venice. The better weather is not possible, I think. Yeah. So, yeah. Best weather on the first day, best weather on the last day. Perfection. Нам, конечно, невероятно повезло. То есть, вы видите, у нас голубое небо, солнце, никакого дождя сегодня не обещается. В честь этого я даже нам нашла джелатерию. Поэтому, если все пойдет по плану, то мы сегодня обязательно попробуем джелато. Наши чемоданы будут храниться до 16:30. Сейчас время 10:30. То есть у нас вообще очень много возможностей ходить, гулять, продолжать все осматривать.
You take a chance for a minute, but live it free. You said you want love, would you dance for a minute? Change your plans for a minute. Своем The dead is bad. I wanna brave for you, wanna brave for you. I know you said you wanna break free. God gave his own, came to a toll, call heaven home. Listen. Я не знаю этот магазин. 5 лет назад они просто раздавали бесплатно шоколад. Сейчас они раздают бесплатно шоколад. Самое смешное, что это сеть магазинов по Венеции, их минимум 3 штуки. И во всех них они раздают бесплатно на пробу. То есть можно стратегически так пройти по всем 3 несколько дней подряд. И вот вы уже отбили целую пачку вот этих вот шоколадочек маленьких. Судя по заявлениям, эту улицу довольно тяжело найти, потому что она очень маленькая. Но в то же время она прекрасно показывается на картах. Поэтому я тоже excited. Найдем ли мы ее с первого раза? Мы нашли ее! Даже с самого первого раза! И где все эти люди? Где вся эта толпа, которая должна сюда умоститься? Слушайте, ну я умещусь. Я уместилась. Ну, 93 сантиметра, в принципе, хватает, чтобы пройти. Улица, правда, никуда не ведет, у нас сразу канал, но мы можем есть еще больше джелато, потому что мы уместились. So, like, Этот голубь! Я думала, он нас собьет. Макс тоже решил проверить, умещается ли он в ширине на этой улице, и тест прошел практически отлично. I barely fit with my shoulders through. Так, конечно, прикольно пройти по ней и посмотреть. Нам повезло, что там вообще никого не было. Но, честно говоря, главной достопримечательностью я бы ее вообще не назвала. Поэтому оставляю для вас проходку, чтобы вы туда лишний раз не ходили. Сидим буквально практически в каком-то канале, но с таким вкусным мороженым. Ну что ж, в этой части нет ничего такого супер красивого архитектурного, но есть лагуна и свежий такой морской воздух. Мы в итоге не пойдем дальше до конца острова, потому что у нас уже подходит время к тому, чтобы мы возвращались обратно. Тем более у нас теперь идея фикс. Мы съели джелато и хотим пообедать какой-нибудь итальянской пастой. Но, конечно же, сейчас не стоит забывать, мы попали в этот самый неудачный момент, что все итальянские рестораны практически закрываются с 14 до 30 до 19:30. У них такой большой брейк. Мы сидим уже в аэропорту. Решили, что в следующий раз, если мы поедем на больше, чем 1 неделю, то мы точно будем планировать дни отдыха, потому что у нас болят колени, стопы, мышцы, спина от хождения. И нам, между прочим, не 80+. Поэтому, друзья, если вы досмотрели до этого прекрасного момента, всем спасибо за внимание. Я надеюсь, вам понравились итальянские влоги, потому что следующие у нас будут испанские, потому что через 2 недели мы отправляемся в Мадрид. И я надеюсь, вам также будет интересно. Мы увидимся с вами уже в следующих видео. Так что всем до скорого и пока! Пока.